В этом видео я расскажу и покажу, что можно купить в Испании, какие сувениры привезти, что сколько стоит, где все это купить, в каких магазинах и где они находятся. Вы получите обзор одежды, аксессуаров, игрушек, сладостей, выпивки и различных мелких сувениров для подарков с перечнем всех цен. Я расскажу, где это все купить дешевле, а также как найти данные магазины. На видео будут указаны все цены на те или иные товары, так что внимательно следите за обзором, поскольку ценников с товарами будет много. Ну и конечно же я покажу, что именно купили мы, в каких магазинах, где и сколько это все стоило. А также дам вам координаты двух крупных и самых дешевых магазинов в Калелье, где вещи и сувениры можно купить от 1 евро, а что-то даже и за пол-евро. Если говорить о том, что привозят в первую очередь из Испании, это, конечно же, сангрию – испанский напиток на основе вина с добавлением фруктов, который, кстати, здесь стоит дешевле, чем у нас наше вино. Лично мы привезли с собой 3 литра. Покупали в Калелье в магазинах Диа и Меркадонна. Именно эти магазины Калельи имеют самые низкие цены на товары, в том числе и вино, поскольку в том же магазине Spar такая же сангрия стоит немного дороже. Поэтому я бы рекомендовала закупаться именно в Диа и Меркадоне, если вы планируете покупать выпивку или какие-то продукты. А уж какой магазин выбрать, ориентируйтесь по месторасположению вашего отеля, к какому он ближе. Также из стандартных сувениров из Барселоны любят привозить ее символику – магнитики, стеклянные фигурки разноцветной саламандры. В Барселоне в центре города мы видели цены на них от 3-4 евро и до 15 евро, в зависимости от размера и расцветки. Но мы нашли в Калелье за 1 евро аналогичные магнитики, что там продавали за 3-4 евро. Расположение магазина указано на карте. Также здесь вы найдете футбольную тематику, брелки и футболки с любимым клубом, которые встречаются на многих прилавках главных улиц Барселоны. Улица Рамбла или по главной улице в Калелье, в одном из магазинчиков. Эти футболки можно купить и при посещении Камп Ноу. Там есть официальный магазин по продаже данной продукции, однако цены, конечно, выше среднего. Еще одним интересным сувениром будет покупка реалистичных кукол. Их цены варьируются от 15 до 50 евро, в зависимости от размера и реалистичности. Мы в свое время покупали их еще в свой первый приезд в Испанию. Качество у них действительно хорошее, а цены дешевле, чем если покупать в интернете с доставкой. Магазин, который есть в Калелье по продаже данных кукол, указан на карте. Он расположен вдоль главной центральной улицы Калельи. Эти реалистичные куклы, кстати, некоторые на батарейках и могут разговаривать и говорить слово «мама», либо плакать, когда у них высовываешь соску изо рта. Голос действительно очень похож на реального ребенка. Ну и, конечно же, многие покупают здесь одежду, обувь и различные аксессуары, поскольку цены здесь вполне приемлемые, а качество на высшем уровне. Данная одежда, представленная в обзоре, продается в магазине Onyx, который расположен как раз сразу возле магазина кукол по главной улице Калельи, как показано на карте. Если гулять по этой главной улице, вам встретится немало магазинов как с одеждой, так и с различными товарами и аксессуарами, поэтому советую для прогулки выделить даже не один день. В обзоре я покажу те магазины, которые нами были выделены, и продемонстрирую цены на товары, что там продаются. Поэтому обращайте свое внимание в обзоре на ценники с одеждой, и если надо, делайте паузы, чтобы рассмотреть цену. Мы лично своими покупками остались очень довольны, как по цене, так и по качеству, поскольку у нас аналогичные вещи стоят дороже, особенно рубашки из льна, которые не везде найдешь. Большую часть вещей я купила в магазинчике Ботелли, расположенном недалеко от церкви по главной улице в Калелье. Там очень хороший ассортимент и цены на товары ниже, чем в других магазинах. Во всяком случае, босоножки, идентичные в другом магазине, расположенном чуть дальше, стоили на 4 евро дороже. Все эти вещи и босоножки, что показаны в видео, были куплены именно там. Дальше я покажу расположение данного магазина на карте и как он выглядит, а также частично ассортимент товаров в нем.
Данные штаны, что представлены в обзоре, были куплены уже в другом магазине, который расположен недалеко от нашего отеля, как идти к железнодорожной станции. Цена их составила 7 евро. Там была также куплена и сумка за 12 евро и 95 центов. Товаров здесь очень много, разнообразие большое. Есть как сувениры, так и аксессуары с одеждой. Кепку мы купили в Барселоне за 7 евро в одной из будочек на главной улице Рамбла. В принципе, такие же можно было купить и в Калелье. Также в Испании можно купить различные сладости. Большое их количество продавалось в Барселоне на рынке Бакерия и в Калелье в одном из магазинчиков по главной улице. Цены не маленькие, зато выбор достаточно большой и разнообразный. Как добраться из Калельи в Барселону, в том числе и до рынка Бакерия, смотрите в моем обзоре про Барселону, ссылка есть в описании. Еще одним интересным магазином, который нам понравился своим ассортиментом, был магазин по продаже сумок и аксессуаров. Он, кстати, уже много лет работает на одном и том же месте в Калелье. На карте я указала его расположение. Все товары здесь хорошего качества. В свое время мы покупали здесь рюкзаки и до сих пор ими пользуемся. Все цены на сумки и аксессуары есть на ценниках, которые показаны в видео, так что если есть необходимость их рассмотреть, делайте паузы.
Также здесь, в Калелии, мы встретили магазин духов Друни. Сеть данных магазинов есть как в Барселоне, так и в других городах Испании. Здесь некоторые духи продавали по очень хорошим скидкам, а при покупке давали пробники. Сеть данных магазинов можно найти на карте по его названию и выбрать ближайший к вам. Ну и наконец мы подошли к самому дешевому магазину, который нам встретился в Калелии. Он находится в конце главной улицы Калелии. Ассортимент товаров большой. Есть как мелкие сувениры за пол-евро, так и одежда, в том числе майки от 1 евро и купальники от 4-5 евро. Расположение этого магазина я показала на карте, чтобы было легче ориентироваться. А уже товары, которые там есть, и цены на них, смотрите в обзоре.
Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие обзоры.